Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, бавовна. С бавовны начинать день всегда хорошо, даже если есть какие-то переговоры. Переговоры есть, но о них будет позже в следующем ролике. Бавовна важнее. Итак, друзья мои, сегодня пришла очередь Крыма. Временно оккупированный Крым, который сейчас стонет под властью этих путинских фашистов, который когда-то был здравницей сначала всесоюзной, потом украинской здравницей. А теперь он превращен рашистами в военный полигон, в зачумленное место, в замазанное, замазуранное, убитое совершенно, конченное. И там сейчас лазят бандиты всякие, и вооруженные бандиты, и жить там стало уже невозможно. Тем паче, что теперь там под каждым окном склад военной какой-то продукции, амуниции, еще что-то, еще что-то. То есть из Крыма сделали такую, знаете, зачуханную военную базу, в которой больше нет туризма, в которую не приходят круизные лайнеры, который вообще оторван от жизни, знаете, существует, болтается как дерьмо в проруби. Ни больше, ни меньше. И так сегодня там была бавовна. Дело в том, что, ну, скажем так, последняя бавовна, мы прекрасно видели это. Курская Народная Республика, Белгородская Народная Республика, Брянская Народная Республика, там, Ростовский Каганат и так далее. Ну, как-то за Крым в последнее время забыли. Но надо учитывать тот вариант, что часть ПВО, они из Крыма во время победобесия перекинули на московский УЛУС с тем, чтобы там каким-то образом, значит, стабилизировать ситуацию, а то совсем уж невдобно вышло. Вот. Ну и появилась, соответственно, дыра в Крыму. Ну, сегодня она была ночью использована. Значит, сразу скажу, что бавовна была сразу в нескольких местах. Это Гурзуф, Алупка, Алушта, Севастополь временно оккупированный. Вот. Но да, звучали взрывы, по словам местных, значит, на военных аэродромах Кача и Бельбек. Да, это все было. Но основное было в Перевальном. Перевальное — это поселок, который находится между Симферополем и Алуштой. Туда прилетели, судя по всему, добрые дроны, хотя, может, и ракеты, сейчас еще точно это не ясно. Ясно одно, там был очередной 100-500 миллионный рашистский здоровенный склад с боеприпасами. Я же говорю, сделали из Крыма просто вонючую базу с боеприпасами и с кирзовыми сапогами. Вот. И, собственно говоря, вот такая вот база, это 126-я дивизия оккупантов. Извините, 126-я бригада, это не дивизия, это бригада береговой охраны оккупантов. И, собственно говоря, там очень большой склад хранения боеприпасов. Сегодня утром туда прилетело, уже было светло, то есть это было не ночью, а вот буквально пару часов назад. Бахнуло так, что мало не показалось. Они, конечно же, все сбили. Что мне нравится, что и гауляйтеры рассказывают, все сбили, но нет же зверя страшнее, правильно, обломков. Обломки — это самый страшный зверь. Не страшны ракеты, не страшны беспилотники. Хуже обломка ничего нет. Вот обломки туда и долетели. Оно так бабахнуло, ну видео вот внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, что это облако было до неба. Лупануло так, что этот склад вместе с содержимым, вместе с оккупантами, которыми на этом складе были, ну, знаете, это была экспресс-доставка на концерт Кобзона, да. Вот. И, собственно говоря, это было в районе 5 утра, если быть точным, да. Вот. Лупануло так, что мало не показалось. Все это дело разнесло над Дзурки. Вот. Слышно было на расстоянии километров 10-15. То есть слышали во всех окрестных поселках и городках. Вот. То, что от склада ничего не осталось, абсолютно очевидно. Но я же сказал, что прилеты были не только туда, не только по Перевальному. Да, дорога через Перевальное закрыта наглухо, детонация продолжается, эвакуация есть. Тут полный фарш, как говорится. Но при этом все, конечно же, сбили, и никакого, ничего не произошло. Да. Вот. Что еще интересно, что как только мы узнаем, как только будет известно больше по поводу того, что именно произошло в других местах, или, может быть, каковы потери были у путинских боевиков в самом Перевальном, мы вам обязательно доложим. Но пока что вот есть повод хорошо попить кофе с утра, с хорошим настроением, тем паче сегодня пятница, тем паче рашистам насыпали, тем паче в Стамбуле начались переговоры, правда, фиг знает с кем, но тем не менее, все это, как говорится, довольно-таки неплохо.